Планирование продажи услуг. Оставшаяся часть этой главы посвящена описанию путей и средств продвижения личных услуг. Представленная здесь информация окажет практическую помощь любому человеку, предлагающему на рынок личные услуги в любой форме. Но она станет бесценным преимуществом для тех, кто стремитесь к лидерству в выбранных ими профессиях. Разумное планирование – залог успеха в любом начинании, направленном на накопление богатства. Здесь вы найдете подробные инструкции для тех, кто должен начать накопление богатства с продажи личных услуг. Не может не радовать тот факт, что практически все крупные состояния начинались с вознаграждения за личные услуги или с продажи идей. Что еще, кроме идей и личных услуг, должен был бы отдать человек, не обладающий собственностью, в обмен на богатство? Вообще говоря, в мире есть два типа людей. Один тип известен как лидеры, а другой как последователи. С самого начала решите, намерены ли вы стать лидером в выбранном вами призвании или останетесь последователем. Разница в оплате труда огромна. Последователь не может разумно рассчитывать на компенсацию, на которую имеет право лидер, хотя многие последователи совершают ошибку, ожидая такой оплаты. В том, чтобы быть последователем, нет ничего постыдного. С другой стороны, в том, чтобы оставаться последователем, нет никакой чести. Большинство великих лидеров начинали как последователи. Они стали великими лидерами, потому что были умными последователями. За редким исключением, человек, который не может разумно следовать за лидером, не может стать эффективным лидером. Человек, который может следовать за лидером наиболее эффективно, обычно быстрее всего становится лидером. Умный последователь имеет много преимуществ, среди которых возможность получать знания от своего лидера. Основные атрибуты лидерства следующие являются важными факторами лидерства. Во-первых, непоколебимое мужество, основанное на знании себя и своей профессии. Ни один последователь не захочет подчиняться лидеру, которому недостает уверенности в себе и смелости. Ни один разумный последователь не будет долго находиться под властью такого лидера. 2 года. Самоконтроль. Человек, который не может контролировать себя, никогда не сможет контролировать других. Самоконтроль служит прекрасным примером для своих последователей, которому будут подражать более умные. 3 года. У тебя обостренное чувство справедливости. Без чувства справедливости ни один лидер не сможет завоевать уважение своих последователей. 4 года. Определенность в принятии решений. Человек, который колеблется в своих решениях, показывает, что он не уверен в себе. Он не может успешно руководить другими. 5 лет. Определенность в планах. Успешный лидер должен планировать свою работу и претворять ее в жизнь. Лидер, который действует наугад, без практических четких планов, подобен кораблю без руля. Рано или поздно он разобьется о скалы. 6 лет. Привычка делать больше, чем за это платят. Одним из наказаний за лидерство является необходимость готовности лидера делать больше, чем он требует от своих последователей. 7 лет. Ты приятный человек. Ни один неряшливый и беспечный человек не сможет стать успешным лидером. Лидерство требует уважения. Последователи не будут уважать лидера, который не обладает всеми качествами приятной личности. 8 лет. Проявляйте сочувствие и понимание. Успешный лидер должен испытывать симпатию к своим последователям. Более того, он должен понимать их и их проблемы. 9 лет. Ты должен быть внимателен к деталям. Успешное лидерство требует умения разбираться в деталях позиции лидера. Тебе 10 лет. Ты готов взять на себя всю полноту ответственности. Успешный лидер должен быть готов взять на себя ответственность за ошибки и недочеты своих последователей. Если он попытается переложить эту ответственность на других, он не останется лидером. Если кто-то из его последователей допустит ошибку и проявит некомпетентность, лидер должен считать, что это он потерпел неудачу.
11 лет. Прошу о сотрудничестве. Успешный лидер должен понимать и применять принцип совместных усилий и уметь побуждать своих последователей делать то же самое. Лидерство требует силы, а сила требует сотрудничества. Есть две формы лидерства. Первая, безусловно, самая эффективная, это лидерство с согласия и симпатией последователей. Вторая – это лидерство силой, без согласия и симпатии последователей. История полна свидетельств того, что лидерство силой не может продолжаться долго. Падение и исчезновение диктаторов и королей имеет большое значение. Это означает, что люди не будут бесконечно следовать навязанному руководству. Мир только что вступил в новую эру взаимоотношений между лидерами и последователями, которая совершенно очевидно требует новых лидеров и нового типа лидерства в бизнесе и промышленности. Те, кто принадлежит к старой школе лидерства с помощью силы, должны получить представление о новом типе лидерства и сотрудничества. Иначе они будут низведены до уровня рядовых последователей. У них нет другого выхода. Отношения работодателя и работника или лидера и последователя в будущем будут основываться на взаимном сотрудничестве, основанном на справедливом распределении прибыли от бизнеса. В будущем отношения работодателя и работника будут больше похожи на партнерство, чем это было в прошлом. Наполеон, кайзер Германии Вильгельм, русский царь и король Испании были примерами лидерства с помощью силы. Их лидерство прошло. Без особого труда можно указать на прототипы этих бывших лидеров среди деловых, финансовых и лейбористских лидеров Америки, которые были свергнут с престола или вот-вот должен уйти. Лидерство с согласия последователей – это единственный бренд, который может выжить. Мужчины могут временно подчиняться принудительному лидерству, но они не будут делать этого добровольно. Новый тип лидерства будет включать в себя 11 факторов лидерства, описанных в этой главе, а также некоторые другие факторы. Человек, который положит их в основу своего лидерства, найдет множество возможностей стать лидером в любой сфере жизни. Депрессия затянулась во многом потому, что миру не хватало лидеров нового бренда. В конце депрессии спрос на лидеров, способных применять новые методы лидерства, значительно превысил предложение. Некоторые лидеры старого типа будут реформироваться и адаптироваться к новому типу лидерства, но вообще говоря, миру придется искать новых лидеров. Новая древесина для ее руководства. Эта необходимость может стать для тебя возможностью. 10 основных причин неудач в лидерстве. Теперь мы переходим к основным недостаткам лидеров, которые терпят неудачу, потому что знать, чего не следует делать, так же важно, как и знать, что нужно делать. 1. Неумение организовывать детали. Эффективное лидерство требует умения организовывать и разбираться в деталях. Ни один настоящий лидер никогда не бывает слишком занят, чтобы делать что-либо, что может потребоваться от него в качестве лидера. Когда человек, будь то лидер или последователь, признает, что он слишком занят, чтобы изменить свои планы или обратить внимание на какую-либо чрезвычайную ситуацию, он признает свою неэффективность. Успешный руководитель должен быть мастером во всех деталях, связанных с его должностью. Это, конечно, означает, что он должен выработать привычку перекладывать ответственность за детали на способных подчиненных. 2 года. Нежелание оказывать скромную услугу. По-настоящему великие лидеры готовы, когда того требуют обстоятельства, выполнять любую работу, которую они попросили бы выполнить другого. Величайший из вас должен быть слугой всех. Это истина, которую соблюдают и уважают все способные лидеры. 3 года. Ожидание оплаты за то, что они знают, а не за то, что они делают с тем, что они знают. Мир платит людям не за то, что они знают, он платит им за то, что они делают или побуждают к этому других. 4 года. Боязнь конкуренции со стороны последователей. Лидер, который боится, что кто-то из его последователей может занять его место, практически наверняка рано или поздно осознает этот страх.
Способный лидер тренируется под руководством специалистов, которым он может по своему желанию делегировать любые детали своей должности. Только таким образом лидер может приумножить свои силы и подготовиться к тому, чтобы быть во многих местах и уделять внимание многим вещам одновременно. Это вечная истина, что люди получают больше вознаграждения за свою способность заставлять других работать, чем они могли бы заработать своими собственными усилиями. Эффективный лидер может, благодаря своему знанию своей работы и магнетизму своей личности, значительно повысить эффективность других и побудить их работать лучше. Оказывайте больше услуг и лучше, чем они могли бы оказать без его помощи. 5 лет. Недостаток воображения. Без воображения лидер не способен справляться с чрезвычайными ситуациями и разрабатывать планы, с помощью которых он сможет эффективно руководить своими последователями. 6 лет. Это эгоизм. Лидер, который присваивает себе все почести за работу своих последователей, обязательно встретит негодование. По-настоящему великий лидер не претендует ни на какие почести. Он доволен тем, что почести, если таковые имеются, достаются его последователям, потому что он знает, что большинство людей будут работать усерднее за похвалу и признание, а не только за деньги. Тебе 7 лет. Последователи невоздержанности не уважают несдержанного лидера. Более того, невоздержанность в любой из ее различных форм разрушает выносливость и жизненную силу всех, кто ей предается. 8 лет. Нелояльность. Возможно, это должно было стоять во главе списка. Лидер, который не верен своему доверию и своим соратникам, тем, кто выше его и тем, кто ниже его, не сможет долго сохранять лидерство. Нелояльность делает человека ничтожнее праха земного и навлекает на его голову презрение, которого он заслуживает. Недостаток лояльности – одна из главных причин неудач в любой сфере жизни. 9 лет. Акцент на авторитете лидера. Эффективный лидер руководит, поощряя, а не пытаясь вселить страх в сердца своих последователей. Лидер, который пытается произвести впечатление на своих последователей своим авторитетом, относится к категории лидеров, использующих силу. Если лидер – настоящий лидер, ему не нужно будет афишировать этот факт, кроме как своим поведением, сочувствием, пониманием, справедливостью и демонстрацией того, что он знает свою работу. Тебе 10 лет. Сделай ударение на названии. Компетентный лидер не нуждается в титуле, чтобы заслужить уважение своих последователей. Человеку, который придает слишком большое значение своему титулу, как правило, не на чем больше акцентировать внимание. Двери кабинета настоящего лидера открыты для всех желающих, а в его рабочих помещениях нет формальности и показухи. Это одна из наиболее распространенных причин неудач в руководстве. Любой из этих недостатков достаточен для того, чтобы привести к неудаче. Если ты стремишься к лидерству, внимательно изучи этот список и убедись, что у тебя нет этих недостатков. Некоторые плодородные области, в которых потребуется новое лидерство, прежде чем закончить эту главу, обратим твое внимание на несколько плодородных областей, в которых наблюдается упадок лидерства и в котором лидер нового типа может найти множество возможностей. Первый, в сфере политики существует самый настоятельный спрос на новых лидеров, спрос, который указывает не что иное, как на чрезвычайную ситуацию. Большинство политиков, похоже, превратились в высококлассных легализованных рэкетиров. Они увеличили налоги и развратили механизм промышленности и бизнеса до тех пор, пока люди больше не смогут выносить это бремя. Второе место, банковский бизнес переживает реформу. Лидеры в этой области почти полностью утратили доверие общественности. Банкиры уже почувствовали необходимость реформ и начали их проводить. В-третьих, промышленность нуждается в новых лидерах. Лидеры старого типа думали и действовали, исходя из дивидендов, вместо того, чтобы руководствоваться человеческими уравнениями. Будущий лидер отрасли, чтобы выжить, должен относиться к себе как к квазигосударственному чиновнику, чей долг управлять своим доверием таким образом, чтобы оно работало трудности, не ложатся ни на одного человека или группу людей. Эксплуатация трудящихся осталась в прошлом. Пусть человек, стремящийся к лидерству в сфере бизнеса, промышленности и труда, помнит об этом.
Четвертый, религиозный лидер будущего будет вынужден уделять больше внимания мирским потребностям своих последователей при решении их экономических и личных проблем настоящего, и меньше внимания к мертвому прошлому и еще не родившемуся будущему. Пятый класс. В таких профессиях, как юриспруденция, медицина и образование, новый тип лидерства и в некоторой степени новые лидеры станут необходимостью. Это особенно актуально в сфере образования. Лидер в этой области должен в будущем найти пути и средства обучения людей тому, как применять знания, которые они получают в школе. Он должен уделять больше внимания практике и меньше шестому классу. В области журналистики потребуются новые лидеры. Газеты будущего, чтобы успешно работать, должны быть лишены особых привилегий и освобождены от субсидирования рекламы. Они должны перестать быть органами пропаганды интересов, которые покровительствуют их рекламным колонкам. Газеты того типа, которые публикуют скандальные и непристойные фотографии, в конечном итоге пойдут по пути всех сил, которые развращают человеческий разум. Это лишь некоторые из областей, в которых сейчас открываются возможности для новых лидеров и нового типа лидерства. Мир стремительно меняется. Это означает, что средства массовой информации, с помощью которых пропагандируются изменения в привычках людей, должны быть адаптированы к этим изменениям. Описанные здесь средства массовой информации в большей степени, чем какие-либо другие, определяют развитие цивилизации. Когда и как подать заявку на должность, информация, описанная здесь, является результатом многолетнего опыта, в течение которого тысячам мужчин и женщин помогли эффективно продвигать свои услуги на рынке. Таким образом, на это можно положиться как на разумное и практичное решение. Это средства массовой информации, с помощью которых можно продавать услуги. Опыт показывает, что следующие средства массовой информации предлагают наиболее прямые и эффективные методы сближения покупателя и продавца персональных услуг. Это один из них. Бюро по трудоустройству должны проявлять осторожность при выборе только авторитетных бюро, руководство которых может предоставить соответствующие отчеты о достижении удовлетворительных результатов. Таких бюро сравнительно немного. Их два. Они размещают рекламу в газетах, специализированных изданиях, журналах и на радио. Для тех, кто претендует на канцелярские или обычные оплачиваемые должности, как правило, можно положиться на то, что реклама, размещенная в закрытом доступе, даст удовлетворительные результаты. Медийная реклама более желательна для тех, кто ищет связи с руководителями. Копия должна быть помещена в том разделе газеты, который, скорее всего, привлечет внимание той категории работодателей, которую ищут. Копия должна быть подготовлена экспертом, который понимает, как придать ей достаточные рекламные качества для получения ответов. 3. Личные письма-заявки, адресованные конкретным фирмам или частным лицам, которые больше всего нуждаются в предлагаемых услугах. Письма всегда должны быть аккуратно напечатаны и подписаны от руки. Вместе с письмом должно быть отправлено полное краткое описание квалификации кандидата. Как письмо-заявка, так и краткое описание опыта или квалификации должны быть подготовлены экспертом. Ознакомьтесь с инструкциями относительно информации, которую необходимо предоставить. 4 года. Подайте заявку через личных знакомых. Когда это возможно, соискателю следует попытаться связаться с потенциальными работодателями через какого-нибудь общего знакомого. Этот метод подхода особенно выгоден в случае тех, кто ищет связи с руководителями и не хочет выглядеть так, будто он торгует собой. 5 лет. Подай заявление лично. В некоторых случаях может быть более эффективным, если соискатель лично предложит свои услуги потенциальным работодателям. И в этом случае потенциальный работодатель может подать заявление лично. Полное письменное заявление о квалификации для данной должности должно быть представлено по той причине, что потенциальные работодатели часто желают обсудить с коллегами свой послужной список. Информация, которая должна быть представлена в письменном отчете, должна быть подготовлена так же тщательно, как юрист подготовил бы краткое изложение дела, которое будет рассматриваться в суде. Если заявитель не имеет опыта в составлении таких отчетов, следует проконсультироваться с экспертом и воспользоваться его услугами для этой цели. Успешные торговцы нанимают мужчин и женщин, которые разбираются в искусстве и психологии рекламы, чтобы представить достоинства своего товара.
Тот, кто занимается продажей личных услуг, должен делать то же самое. В резюме должна быть указана следующая информация. Один из них. Образование. Укажите кратко, но определенно, какое у вас было школьное образование и по каким предметам вы специализировались в школе, объяснив причины такой специализации. 2. Опыт. Если у вас был опыт работы на должностях, аналогичных той, на которую вы претендуете, опишите его полностью, укажите имена и адреса бывших сотрудников. Работодатели. Не забудьте четко указать, какой у вас был опыт, который помог бы вам занять должность, на которую вы претендуете. 3 года. Рекомендации. Практически каждая коммерческая фирма желает знать все о предыдущих отчетах, предшествующих событиях и так далее. О потенциальных сотрудниках, которые стремятся занять ответственные должности. К твоему резюме прилагаются фотокопии писем от А. Бывших работодателей, Б. Учителей, у которых ты учился, выпуск выдающихся людей, на мнение которых можно положиться. 4. Сделай свою фотографию. Приложи к своему резюме свою недавнюю несмонтированную фотографию. Тебе 5 лет. Подай заявку на определенную должность. Не подавай заявку на должность без точного описания того, какую именно должность ты ищешь. Никогда не подавай заявку только на одну должность. Это указывает на отсутствие у тебя специальной квалификации. Тебе 6 лет. Назови свою квалификацию для конкретной должности, на которую ты претендуешь. Предоставь полную информацию о причине, по которой ты считаешь, что подходишь именно для той должности, на которую претендуешь. Это самая важная деталь в твоем заявлении. От этого больше, чем от чего-либо другого, будет зависеть, какое внимание ты получишь. Тебе 7 лет. Предложи перейти на работу с испытательным сроком. В большинстве случаев, если ты твердо намерен занять должность, на которую претендуешь, будет наиболее эффективно, если ты предложишь поработать неделю или больше, месяц или в течение достаточного периода времени, чтобы ваш потенциальный работодатель мог оценить вашу ценность без оплаты труда. Это может показаться радикальным предложением, но опыт показывает, что с его помощью редко удается выиграть хотя бы один судебный процесс. Если вы уверены в своей квалификации, судебный процесс – это все, что вам нужно. Кстати, такое предложение свидетельствует о том, что вы уверены в своей способности занять ту должность, на которую претендуете. Это звучит очень убедительно. Если ваше предложение будет принято и вы хорошо справитесь, то, скорее всего, вам заплатят за испытательный срок. Разъясни тот факт, что твое предложение основано на А. твоей уверенности в своей способности занять эту должность, Б. твоей уверенности в решении твоего потенциального работодателя принять тебя на работу после испытательного срока, В. твоя решимость занять ту должность, к которой ты стремишься. Тебе 8 лет. Прежде чем подавать заявку на должность, ознакомься с бизнесом своего потенциального работодателя, проведи достаточное исследование и установи связи с этим бизнесом, чтобы полностью ознакомиться с этим бизнесом и указать в своем резюме знания, которые ты приобрел в этой области. Это будет впечатляюще, так как покажет, что у тебя есть воображение и реальный интерес к должности, на которую ты претендуешь. Помни, что выигрывает не тот юрист, который лучше всех знает законы, а тот, кто лучше всех подготовит свое дело. Если твое дело будет должным образом подготовлено и представлено, твоя победа будет более чем наполовину одержана с самого начала. Не бойся, что твое краткое изложение будет слишком длинным. Работодатели также заинтересованы в приобретении услуг высококвалифицированных кандидатов, как и ты в обеспечении занятости. На самом деле успех большинства успешных работодателей обусловлен в основном их способностью подбирать высококвалифицированных помощников. Им нужна вся доступная информация. Запомни еще одну вещь. Аккуратность при составлении твоего резюме будет свидетельствовать о том, что ты кропотливый человек. Я помогал готовить резюме для клиентов, которые были настолько яркими и необычными, что в результате соискатель был принят на работу без личного собеседования. Когда ваше резюме будет готово, попросите опытного переплетчика аккуратно переплести его и проставить надпись художником или печатником, подобную приведенной ниже. Кратко опишите квалификацию Роберта К. Смита, претендующего на должность личного секретаря президента компании Incorporated.
Меняйте имена при каждом показе резюме. Этот индивидуальный подход, несомненно, привлечет внимание. Сделайте так, чтобы ваше резюме было аккуратно отпечатано на машинке или на мимеографическом принтере на самой лучшей бумаге, которую вы сможете достать, и переплетено плотной бумагой того же сорта, что и обложка книги, с заменяемым переплетом и соответствующим названием фирмы. Вставляется, если он должен быть показан более чем одной компании. Твоя фотография должна быть помещена на одной из страниц твоего резюме. Следуй этим инструкциям в точности, совершенствуя их там, где подсказывает твое воображение. Успешные продавцы тщательно ухаживают за собой. Они понимают, что первое впечатление остается надолго. Ваше резюме – это ваш продавец. Подберите к нему хороший костюм, чтобы он выделялся ярким контрастом на фоне всего, что когда-либо видел ваш потенциальный работодатель, например, при приеме на работу. Если должность, к которой ты стремишься, достойна того, чтобы ее получить, то к ней стоит подходить с осторожностью. Более того, если ты продашь себя работодателю таким образом, чтобы произвести на него впечатление своей индивидуальностью, ты, вероятно, с самого начала получишь за свои услуги больше денег, чем если бы подал заявление о приеме на работу обычным общепринятым способом. Если вы ищете работу через рекламное агентство или агентство по трудоустройству, попросите агента использовать копии вашего резюме для продвижения ваших услуг. Это поможет завоевать ваше расположение как у агента, так и у потенциальных работодателей. Как именно получить желаемую должность? Каждому нравится выполнять ту работу, для которой он подходит лучше всего. Художник любит работать красками, ремесленник своими руками, писатель писать. У людей с менее выраженными талантами есть свои предпочтения в определенных областях бизнеса и промышленности. Если в Америке что-то и получается хорошо, так это полный спектр профессий: обработка почвы, производство, маркетинг и другие. Первый, точно определись, какую работу ты хочешь получить. Если такой работы еще не существует, возможно, ты сможешь ее создать. Второй, выбери компанию или человека, на которого ты хотел бы работать. Третий, изучи политику своего потенциального работодателя, его персонал и шансы на продвижение по службе. Четвертый, проанализировав себя, свои таланты и возможности, прикинь, что ты можешь предложить. И спланируй пути и средства предоставления преимуществ, услуг, разработок идей, которые, по твоему мнению, ты можешь успешно реализовать. Пятый класс. Забудь о работе. Забудь о том, есть ли там вакансия или нет. Забудь об обычной рутине. У тебя есть для меня работа. Сосредоточься на том, что ты можешь дать. Тебе 6 лет. Как только у тебя в голове созреет план, договорись с опытным писателем, чтобы он изложил его на бумаге в аккуратной форме и со всеми подробностями. Тебе 7 лет. Представь его соответствующему лицу, наделенному полномочиями, и он сделает все остальное. Каждая компания ищет людей, которые могут предложить что-то ценное, будь то идеи, услуги или связи. В каждой компании найдется место для человека, у которого есть определенный план действий, который пойдет на пользу компании. Эта процедура может занять несколько дней или недель дополнительного времени, но разница в доходах, продвижении по службе и получении признания сэкономит годы напряженной работы. Работаю за небольшую плату. У этого есть много преимуществ, главное из которых заключается в том, что это часто позволяет сэкономить от 1 до 5 лет времени на достижение выбранной цели. Каждый человек, который начинает или проходит полпути по карьерной лестнице, делает это путем обдуманного и тщательного планирования. За исключением, конечно, сына босса. Это новый способ продвижения услуг. Теперь рабочие места – это партнерство. Мужчины и женщины, которые в будущем будут продавать свои услуги с максимальной выгодой, должны осознать колоссальные изменения, произошедшие в отношениях между работодателем и работником. В будущем золотое правило, а не золотое правило, будет доминирующим фактором в маркетинге товаров, а также личных услуг. Будущие отношения между работодателями и их работниками будут больше походить на партнерство, состоящее из а. работодателя, б. работника, в. общества, которому они служат. Этот новый способ маркетинга личных услуг называется новым по многим причинам. Во-первых, и работодатель, и работник будущего будут рассматриваться как коллеги по работе, чья работа будет заключаться в эффективном обслуживании населения.
В прошлые времена работодатели и работники торговались между собой, заключая самые выгодные сделки, какие только могли заключить друг с другом, не принимая во внимание, что в конечном счете на самом деле они торговались за счет третьей стороны, общества, которому они служили. Великая депрессия послужила мощным протестом пострадавшей общественности, чьи права попирались во всех направлениях теми, кто требовал индивидуальных преимуществ и прибылей. Когда обломки Великой депрессии будут расчищены и бизнес снова придет в равновесие, как работодатели, так и сотрудники поймут, что у них больше нет привилегии заключать сделки за счет тех, кому они служат. Настоящим работодателем в будущем будет общественность. Об этом должен помнить каждый человек, стремящийся эффективно продавать личные услуги. Почти каждая железная дорога в Америке испытывает финансовые трудности. Кто не помнит тот день, когда, если гражданин поинтересовался в билетной кассе временем отправления поезда, его внезапно направили в отдел обслуживания пассажиров? Доска объявлений вместо того, чтобы вежливо предоставить информацию. Трамвайные компании тоже пережили смену времен. Не так давно было время, когда кондукторы трамваев гордились тем, что приводили аргументы пассажирам. Многие трамвайные пути были убраны, и пассажиры ездят в автобусах, за водителем которых остается последнее слово в вопросах вежливости. По всей стране трамвайные пути ржавеют из-за того, что их бросили, или из-за того, что их разобрали. Везде, где трамваи все еще работают, пассажиры теперь могут ездить без возражений, и кто-то может даже остановить машину посреди квартала, и машинист любезно подберет его. Как же изменились времена? Именно это я и пытаюсь подчеркнуть. Времена изменились. Более того, перемены отражаются не только на железнодорожных службах и трамваях, но и на других сферах жизни. Политика, будь проклято, общество теперь заменена политикой, мы всегда к вашим услугам, сэр. Банкиры кое-чему научились за время этих стремительных перемен, произошедших за последние несколько лет. Невежливость со стороны банковского служащего сегодня так же редко, как и десяток лет назад. В прошлые годы некоторые банкиры проявляли ее также явно. Не все из них, конечно, придерживались атмосферы строгой экономии, которая заставляла каждого потенциального заемщика холодеть, когда он даже подумывал о том, чтобы обратиться к своему банкиру за судой. Но тысячи банкротств банков во время Великой депрессии привели к тому, что двери из красного дерева, за которыми раньше баррикадировались банкиры, были снесены. Теперь они сидят за столами под открытым небом, где их может увидеть любой вкладчик или любой, кто пожелает их увидеть, и к ним может подойти любой желающий. Отношение к банку – это проявление вежливости и понимания. Раньше было принято, что покупателям приходилось стоять и ждать в бакалейной лавке на углу, пока продавцы не закончат проводить время с друзьями, а владелец не внесет свой банковский депозит, прежде чем их обслужат. Сетевые магазины, управляемые вежливыми людьми, которые делают все, что касается обслуживания, за исключением чистки обуви покупателей, оттеснили старых продавцов на задний план. Время идет своим чередом. Вежливость и сервис – это лозунги современного мерчендайзинга, которые применяются к человеку, занимающемуся маркетингом личных услуг. Даже более непосредственно, чем к работодателю, которому он служит, потому что в конечном счете и работодатель, и его сотрудник работают на общество, которому они служат. Если они плохо обслуживают, то расплачиваются за это потерей привилегии служить. Мы все помним время, когда считыватель газового счетчика стучал в дверь с такой силой, что сломались панели. Когда дверь открылась, он ворвался внутрь без приглашения, с хмурым выражением на лице, которое ясно говорило: «Какого черта ты заставил меня ждать?» Все изменилось. Счетовод теперь ведет себя как джентльмен, который рад быть к вашим услугам, сэр. Еще до того, как газовые компании узнали, что их хмурые счетчики накапливают обязательства, которые никогда не будут погашены, появились вежливые продавцы масляных горелок и занялись бизнесом в земельном офисе. Во время Великой депрессии я провел несколько месяцев в районе добычи антрацитового угля в Пенсильвании, изучая условия, которые практически уничтожили угольную промышленность. Среди нескольких очень важных открытий был тот факт, что жадность операторов и их сотрудников была главной причиной потери бизнеса для операторов и их сотрудников. Потеря рабочих мест для шахтеров.
Из-за давления группы чрезмерно рьяных профсоюзных лидеров, представляющих интересы работников, и жадности к прибыли со стороны операторов, бизнес по добыче антрацита внезапно пришел в упадок. Угольные операторы и их сотрудники заключали выгодные сделки друг с другом, добавляя стоимость сделки к цене угля, пока наконец они не обнаружили, что создали замечательный бизнес для производителей оборудования для сжигания нефти и производителей сырой нефти. Возмездие за грех — смерть. Многие читали об этом в Библии, но мало кто понял, что это значит. Вот уже несколько лет весь мир напряженно слушает проповедь, которую вполне можно назвать «что посеет человек, то и пожнет». Ничто столь масштабное и эффективное, как депрессия, не может быть простым совпадением. За депрессией стояла какая-то причина. Ничто никогда не происходит без причины. По сути, причина депрессии напрямую связана с распространенной во всем мире привычкой пытаться пожинать плоды, не сея. Это не должно ошибочно означать, что депрессия представляет собой урожай, который мир вынужден собирать, не посеяв. Проблема в том, что мир посеял семена неправильного сорта. Любой фермер знает, что он не может посеять семена чертополоха и собрать урожай зерна. С началом мировой войны люди во всем мире начали сеять семена служения, неадекватного как по качеству, так и по количеству. Почти все были заняты тем, что пытались получить, ничего не отдавая. Эти иллюстрации представлены вниманию тех, кто предлагает на рынке личные услуги, чтобы показать, что мы находимся там, где мы есть и какие мы есть, благодаря нашему собственному поведению. Если существует принцип причины и следствия, который управляет бизнесом, финансами и транспортом, то этот же принцип управляет отдельными людьми и определяет их экономический статус. Каков твой рейтинг QQ? Причины эффективного и долговременного успеха в сфере маркетинговых услуг были четко описаны. До тех пор, пока эти причины не будут изучены, проанализированы, поняты и применены на практике, ни один человек не сможет продавать свои услуги эффективно и постоянно. Каждый человек должен сам стать продавцом личных услуг. Качество и количество оказываемых услуг, а также дух, с которым они предоставляются, в значительной степени определяют цену и продолжительность работы. Для эффективного продвижения личных услуг, что означает постоянный рынок по приемлемой цене в приятных условиях, необходимо принять формулу ККС и следовать ей. Это означает, что качество плюс количество плюс надлежащий дух сотрудничества равнозначны безупречному качеству обслуживания. Запомни формулу ККС, но делай больше. Сделай это своей привычкой. Давай проанализируем формулу, чтобы убедиться, что мы точно понимаем, что она означает. Первый. Под качеством обслуживания следует понимать выполнение каждой детали, связанной с вашей должностью, максимально эффективным способом, всегда имея в виду повышение эффективности. 2. Под качеством обслуживания следует понимать привычку оказывать все услуги, на которые ты способен, в любое время с целью увеличения объема оказываемых услуг, по мере развития навыков с помощью практики и опыта. Я снова делаю ударение на слове «привычка». Тебе 3 года. Дух служения следует понимать как привычку к приятному гармоничному поведению, которое будет способствовать сотрудничеству со стороны партнеров и сослуживцев. Адекватного качества и количества услуг недостаточно для поддержания постоянного спроса на ваши услуги. Поведение или настрой, с которым вы оказываете услуги, является сильным определяющим фактором как в отношении цены, которую вы получаете, так и продолжительности работы. Эндрю Карнеги подчеркивал этот момент больше, чем другие, в своем описании факторов, которые приводят к успеху в маркетинге персональных услуг. Он снова и снова подчеркивал необходимость гармоничного поведения. Он подчеркивал тот факт, что он не удержит ни одного человека, независимо от того, насколько велико количество или насколько эффективно качество его работы, если он не будет работать в духе гармонии. Мистер Карнеги настаивал на том, чтобы люди были приятными. Чтобы доказать, что он высоко ценил это качество, он позволил многим людям, которые соответствовали его стандартам, стать очень богатыми. Те, кто не соответствовал, должны были освободить место для других. Мы всегда подчеркивали важность приятной личности,
потому что это фактор, который позволяет оказывать услуги в надлежащем духе. Если у человека есть личность, которая доставляет удовольствие и оказывает услуги в духе гармонии, эти качества часто компенсируют недостатки как в качестве, так и в количестве услуг. Услуга, которую человек оказывает. Однако ничто не может успешно заменить приятное поведение. Основная ценность ваших услуг заключается в том, что человек, чей доход полностью зависит от продажи личных услуг, является торговцем не в меньшей степени, чем человек, продающий товары, и вполне возможно следует добавить, что такой человек подвержен точно такие же правила поведения, как у торговца, который продает товары. На это обращалось особое внимание, потому что большинство людей, живущих за счет продажи личных услуг, совершают ошибку, считая себя свободными от правил поведения и обязанностей, которые возлагаются на тех, кто занимается продажей товаров. Новый подход к маркетингу услуг практически вынудил и работодателей, и работников вступить в партнерские союзы, в рамках которых оба учитывают права третьей стороны, общества, которому они служат. День добытчика прошел. На смену ему пришел тот, кто дает добро. Методы давления в бизнесе наконец-то сорвали крышку. Никогда не возникнет необходимости снова закрывать крышку, потому что в будущем бизнес будет вестись методами, которые не будут требовать давления. Фактическая капитальная стоимость ваших мозгов может определяться суммой дохода, которую вы можете получить, продавая свои услуги. Справедливая оценка капитальной стоимости ваших услуг может быть произведена путем умножения вашего годового дохода на 16,2, поскольку разумно предположить, что ваш годовой доход это составляет 6% от стоимости вашего капитала. Денежная рента составляет 6% годовых. Деньги стоят не больше, чем мозги. Зачастую они стоят гораздо меньше. Компетентные мозги, если их эффективно продавать, представляют собой гораздо более желанную форму капитала, чем та, которая требуется для ведения бизнеса, связанного с сырьевыми товарами, потому что мозги – это форма капитала, которая не может постоянно обесцениваться из-за депрессий. Кроме того, эта форма капитала не может быть украдена или потрачена впустую. Более того, деньги, которые необходимы для ведения бизнеса, так же бесполезны, как песчаная дюна, пока их не смешают с эффективными мозгами. Вот 30 основных причин неудач. Сколько из них сдерживают тебя? Величайшая трагедия жизни состоит в том, что мужчины и женщины искренне стараются и терпят неудачу. Трагедия заключается в подавляющем большинстве людей, которые терпят неудачу, по сравнению с теми немногими, кто добивается успеха. Мне посчастливилось проанализировать несколько тысяч мужчин и женщин, 98% из которых были отнесены к категории неудачников. Что-то в корне не так с цивилизацией и системой образования, которые позволяют 98% людей идти по жизни неудачниками. Но я писал эту книгу не для того, чтобы читать мораль о том, что в мире есть хорошего и плохого. Для этого потребовалась бы книга в 100 раз больше этой. Моя аналитическая работа доказала, что существует 30 основных причин неудач и 13 основных принципов, с помощью которых люди накапливают состояние. В этой главе будет дано описание 30 основных причин неудач. Просматривая список, проверяйте себя по пунктам, чтобы понять, сколько из этих причин стоит между вами и успехом. Вот одна из них. С неблагоприятной наследственностью мало что можно сделать, если вообще что-то можно сделать, для людей, которые родились с дефицитом умственных способностей. Эта философия предлагает лишь один способ преодолеть эту слабость с помощью вдохновителя. Однако с пользой для себя заметьте, что это единственная из 30 причин неудач, которую возможно нелегко устранить любому человеку. 2. Отсутствие четко определенной цели в жизни. Нет никакой надежды на успех у человека, у которого нет главной цели или четкой задачи, к которой нужно стремиться. У 98 из каждой сотни тех, кого я проанализировал, не было такой цели. Возможно, это и было главной причиной их неудач. 3. У них не хватает амбиций, чтобы превзойти посредственность. Мы не даем никакой надежды человеку, который настолько равнодушен, что не хочет добиваться успеха в жизни и не готов платить за это цену. 4 года. У него недостаточное образование. Это недостаток, который можно преодолеть сравнительно легко.
Опыт показывает, что наиболее образованными людьми часто являются те, кто добился успеха сам или получил образование самостоятельно. Чтобы стать образованным человеком, требуется нечто большее, чем диплом колледжа. Любой образованный человек – это тот, кто научился получать в жизни все, что он хочет, не нарушая прав других. Образование заключается не столько в знаниях, сколько в их эффективном и настойчивом применении. Мужчинам платят не только за то, что они знают, но и за то, что они делают с тем, что они знают. 5 лет. Отсутствие самодисциплины. Дисциплина приходит через самоконтроль. Это означает, что человек должен контролировать все свои негативные качества. Прежде чем ты сможешь контролировать обстоятельства, ты должен сначала контролировать себя. Самообладание – это самая трудная работа, с которой ты когда-либо сталкивался. Если ты не победишь себя, ты будешь побежден самим собой. Стоя перед зеркалом, ты можешь одновременно увидеть и своего лучшего друга, и своего злейшего врага. Тебе 6 лет. При плохом здоровье ни один человек не сможет добиться выдающихся успехов, если у него хорошее здоровье. Многие причины плохого здоровья поддаются преодолению и контролю. В основном это а. Переедание продуктов, не способствующих здоровью, б. Неправильный образ мысли, выражающий негатив, выпуск, неправильное использование и чрезмерное баловство в сексе. Г. Отсутствие надлежащих физических упражнений. Д. Недостаточное поступление свежего воздуха из-за неправильного дыхания. 7 лет. Неблагоприятное воздействие окружающей среды в детстве приводит к тому, что дерево растет так же, как согнута веточка. Большинство людей с криминальными наклонностями приобретают их в результате плохого окружения и неподходящего общения в детстве. 8 лет. Прокрастинация. Это одна из самых распространенных причин неудач. Старик, прокрастинация стоит в тени каждого человека, выжидая удобного случая, чтобы лишить его шансов на успех. Большинство из нас идут по жизни неудачниками, потому что ждут подходящего момента, чтобы начать делать что-то стоящее. Не жди. Время никогда не будет подходящим. Начинай с того места, где ты стоишь, и работай с любыми инструментами, которые могут быть в твоем распоряжении, и по мере продвижения ты найдешь инструменты получше. 9 лет. Тебе не хватает настойчивости. Большинство из нас хорошо начинают, но плохо доводят начатое до конца. Более того, люди склонны сдаваться при первых признаках поражения. Настойчивость ничем не заменишь. Человек, который делает настойчивость своим девизом, обнаруживает, что старый неудачник в конце концов устает и уходит. Неудача не может справиться с настойчивостью. 10 лет. Негативная личность. У человека, который отталкивает людей своей негативной личностью, нет надежды на успех. Успех приходит через применение силы, а власть достигается совместными усилиями других людей. Негативная личность не будет способствовать сотрудничеству. 11 лет. Отсутствие контролируемого сексуального влечения. Сексуальная энергия – самый мощный из всех стимулов, побуждающих людей к действию. Поскольку это самая сильная из эмоций, ее необходимо контролировать путем трансмутации и преобразования в другие каналы. 12 лет. Неконтролируемое желание получить что-то просто так, азартный инстинкт, приводит миллионы людей к неудаче. Доказательства этого можно найти в исследовании краха Уолл-стрит в 1929 году, во время которого миллионы людей пытались заработать деньги, играя на биржевой марже. 13 лет. Отсутствие четко определенных полномочий принимать решения. Мужчины, добивающиеся успеха, быстро принимают решения и меняют их, если вообще меняют, то очень медленно. Мужчины, терпящие неудачу, принимают решения, если вообще принимают, очень медленно и меняют их часто и быстро. Нерешительность и прокрастинация – братья-близнецы. Там, где присутствует одно, обычно можно обнаружить и другое. Прикончи эту парочку, пока они окончательно не привязали тебя к беговой дорожке неудач. 14. Один или несколько из 6 основных страхов. Эти страхи были проанализированы для тебя в одной из последующих глав. Прежде чем ты сможешь эффективно продавать свои услуги, с ними нужно справиться. 15 лет. Неправильный выбор партнера в браке. Это самая распространенная причина неудач. Брачные отношения сближают людей.
Если эти отношения не будут гармоничными, скорее всего последует неудача. Более того, это будет такая форма неудачи, которая сопровождается страданиями и безысходностью, уничтожая все признаки честолюбия. 16 лет. Чрезмерная осторожность. Человек, который не рискует, как правило, вынужден брать все, что остается, когда другие заканчивают выбирать. Чрезмерная осторожность так же вредна, как и недостаточная. И то, и другое – крайности, от которых следует остерегаться. Сама жизнь наполнена элементом случайности. 17 лет. Неправильный выбор партнеров в бизнесе – это одна из наиболее распространенных причин неудач в бизнесе. Занимаясь маркетингом личных услуг, нужно с большой осторожностью подходить к выбору работодателя, который будет вдохновлять и который сам по себе является умным и успешным. Мы подражаем тем, с кем общаемся наиболее тесно. Выбери работодателя, которому стоит подражать. 18 лет. Суеверие и предрассудки. Суеверие – это форма страха. Это также признак невежества. Люди, добившиеся успеха, придерживаются непредвзятого мнения и ничего не боятся. 19 лет. Неправильный выбор профессии. Ни один человек не может преуспеть в той сфере деятельности, которая ему не нравится. Самый важный шаг в маркетинге личных услуг – это выбор профессии, в которую вы можете отдаться всей душой. 20 лет. Недостаток концентрации усилий. Мастер на все руки редко бывает хорош в чем-либо. Сконцентрируй все свои усилия на одной определенной главной цели. 21 год. Привычка к неразборчивым тратам. Расточитель не может добиться успеха, главным образом потому, что он постоянно находится в страхе перед бедностью. Выработай в себе привычку систематически экономить, откладывая определенный процент от своего дохода. Деньги в банке дают человеку надежную основу для мужества при заключении сделок по продаже личных услуг. Не имея денег, человек должен брать то, что ему предлагают, и радоваться этому. 22 года. Отсутствие энтузиазма. Без энтузиазма невозможно быть убедительным. Более того, энтузиазм заразителен, и человек, который держит его под контролем, как правило, приветствуется в любой группе людей. 23 года. Нетерпимость. Человек с замкнутым мышлением по любому вопросу редко добивается успеха. Нетерпимость означает, что человек перестал приобретать знания. Самые разрушительные формы нетерпимости – это те, которые связаны с религиозными, расовыми и политическими различиями во мнениях. 24 года. Невоздержанность. Самые разрушительные формы невоздержанности связаны с приемом пищи, крепкими напитками и сексуальной активностью. Чрезмерное увлечение любым из этих видов деятельности губительно для успеха. 25 лет. Неспособность сотрудничать с другими. Больше людей теряют свои позиции и большие возможности в жизни из-за этого недостатка, чем из-за всех других причин, объединенные воедино. Это недостаток, с которым не смирится ни один хорошо информированный бизнесмен или лидер. 26 лет. Обладание властью, которая не была приобретена собственными усилиями. Сыновья и дочери богатых людей и других людей, которые наследуют деньги, которые они не заработали. Власть в руках того, кто не приобрел ее постепенно, часто губительна для успеха. Быстрое обогащение более опасно, чем бедность. 27 лет. Намеренная нечестность ничем не заменит честность. Человек может быть временно нечестным в силу обстоятельств, над которыми он не властен, но это не нанесет ему непоправимого ущерба. Но у человека, который нечестен по собственному выбору, нет никакой надежды. Рано или поздно его поступки настигнут его, и он заплатит за это потерей репутации и, возможно, даже потерей свободы. 28 лет. Эгоизм и тщеславие. Эти качества служат красными сигналами, которые предупреждают других держаться подальше. Они губительны для успеха. 29 лет. Гадать, а не думать. Большинство людей слишком равнодушны или ленивы, чтобы располагать фактами, на основе которых можно было бы точно мыслить. Они предпочитают руководствоваться мнениями, созданными на основе догадок или поспешных суждений. 30 лет. Недостаток капитала. Это распространенная причина неудач среди тех, кто начинает заниматься бизнесом в первый раз, не имея достаточного запаса капитала, чтобы пережить шок от своих ошибок и перенести их до тех пор, пока они не станут успешными. У нас сложилась хорошая репутация. 31 год.
Под этим пунктом назовите любую конкретную причину неудачи, от которой вы пострадали и которая не была включена в выше приведенный список. В этих 30 основных причинах неудачи содержится описание жизненной трагедии, которая постигает практически каждого человека, который пытается и терпит неудачу. Будет полезно, если ты сможешь убедить кого-то, кто хорошо тебя знает, просмотреть этот список вместе с тобой и помочь проанализировать тебя по 30 причинам о неудаче. Возможно, тебе будет полезно попробовать это в одиночку. Большинство людей не могут видеть себя такими, какими их видят другие. Возможно, ты один из тех, кто этого не может. Старейшее из наставлений гласит: познай самого себя. Если ты успешно продаешь товар, ты должен знать, что это за товар. То же самое относится и к маркетингу личных услуг. Тебе следует знать все свои слабые стороны, чтобы ты мог либо преодолеть их, либо полностью устранить. Тебе следует знать свои сильные стороны, чтобы привлекать к ним внимание при продаже своих услуг. Ты можешь познать себя только с помощью точного анализа. Глупость невежества в отношении себя продемонстрировал молодой человек, который обратился за должностью к менеджеру хорошо известного бизнеса. Он производил очень хорошее впечатление, пока менеджер не спросил его, на какую зарплату он рассчитывает. Он ответил, что не имеет в виду фиксированную сумму. У него нет определенной цели. Тогда менеджер сказал: мы заплатим тебе все, чего ты стоишь, после того, как испытаем тебя в течение недели. «Я не соглашусь на это», — ответил соискатель, «потому что там, где я сейчас работаю, я получаю больше, чем сейчас. Прежде чем вы начнете вести переговоры о пересмотре вашей зарплаты на вашей нынешней должности или искать работу в другом месте, убедитесь, что вы стоите больше, чем получаете сейчас. Одно дело хотеть денег. Все хотят большего, но совсем другое — быть достойным большего. Многие люди ошибочно принимают свои желания за справедливый долг. Твои финансовые потребности не имеют никакого отношения к твоей ценности. Твоя ценность определяется исключительно твоей способностью оказывать полезные услуги или побуждать других оказывать такие услуги.